Всем привет, друзья! Рад вас видеть у себя на канале Фэншоп, полезный и не очень. Сегодня ко мне приехал очередной смартфон. И как видите, это снова представитель Realme. Постоянный зритель, наверное, подумает, что я продался этой компании. Слишком часто на канале смартфоны этой фирмы. Но нет, все банально. Просто-напросто у них получилась очень удачная серия. Сегодня на распаковке будет младший брат 7 серии. Realme Neo 7X, он же Realme 14. В общем и целом в серию Neo 7 вошли старшая версия Neo 7, Neo 7 SE средний брат и младшенький наш сегодняшний герой. Давайте открывать и знакомиться с ним, но перед этим попрошу немного активности. Поставить лайк, подписаться на канал, для вас это не сложно, а для меня это огромная поддержка и существенный толчок в развитии канала. Спасибо. Не будем затягивать, у микрофона Георгий, и мы начинаем. Поехали. Версия у нас на 8256 гигабайт, это у нас китайская версия, напомню, у нас он продается под неймингом Realme 14. Это практически идентичные аппараты с теми же характеристиками и набором камер, но только этот аппарат стоит на 20-25% дешевле. Ну что, ребят, давайте открываем. Оп. Здесь у нас стандартно вот такой вот конвертик, все в принципе как обычно, язычок. Так, что у нас внутри? Давайте откроем, посмотрим. Здесь все по стандарту. Чехол и немного бумажек. Здесь немного макулатуры. Все на китайском, само собой, куда же без этого. Еще немножечко китайского языка. Краткое руководство. Здесь у нас скрепка в картонной проставочке. Ну и чехол, ребят. Чехол вполне обычный. Но хорошо, что он не прозрачный. По истечении длительного времени вероятность пожелтения значительно снижается, что здорово. Внутри у нас такая шершавая текстура. Как видим, заглушка у нас отсутствует. Может, оно и к лучшему. Сам он довольно жесткий, с довольно грубыми ребрами. Посмотрим, как он будет сидеть в чехле. Ладненько. Дальше у нас встречает язычок. Куда же без него, чтобы можно было удобно тянуть. Давайте оставим в сторонку. Картонная проставочка. Хорош. Ладненько. Дальше что у нас идет? Блок питания. Блок питания у нас, ребят, давайте поближе глянем. Должен быть на 45 ватт. Ну да, 40-45 ваттный блок питания. И это здорово. Ну и стандартный USB Type-C шнур. В принципе, все по стандарту. Все, больше у нас ничего нет. Убираем в сторонку, нам это уже больше не понадобится. Переходим к самому интересному, смартфону. Поставляется он в таком обычном пакетике. Давайте эту штуковину сразу же отклеим, чтобы она нам не мешала. Ну как он, друзья? Какой цвет, красавчик. Есть, кстати, в темном исполнении и вот в таком светлом серебристом. По мне так супер. Видим, здесь у нас 50-мегапиксельная камера со светосилой f1.8. Круто, ребят, круто. Кому тоже нравится дизайн, ставим лайк. Мне зашел. Офигенный. Давайте включать. Оп, завибрировал. Ладно, пока он включается, давайте пробежимся по кнопкам и элементам управления. Друзья, если вы хотите оперативно получать свежие новости о новинках, подписывайтесь на мой одноименный телеграм-канал. Там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей и горячие предложения от AliExpress по самым выгодным ценам. Переходите, ссылочка внизу в описании. На правой стороне расположились качели регулировки громкости, кнопка питания. На нижнем торце динамик вынесен, USB Type-C порт для зарядки, микрофон, лоток для сим-карты. Лоток у нас обычный, комбинированный, неполноценный. Можно разместить одну сим-карту и карту памяти. Как видим, у нас имеется и красный уплотнитель, который напоминает, что смартфон поддерживает современные стандарты защиты от влаги и пыли.
Напомню, здесь у нас заявлена защита IP68 и 69, что очень и очень неплохо. Так, ладненько, давайте закрывать. Это огромнейший такой плюс. На левой стороне у нас ничего, она у нас чистенькая. Вверху у нас расположился инфракрасный порт и микрофон. Ну и все, в принципе. Замечу сразу у нас, ребят, пленочку, заботливо наклеенную производителем с завода. И это плюс. Я всегда обращаю на это внимание. Показывает отношение производителя к своему клиенту. На тыльной стороне у нас разместился вот такой прямоугольный блок камер, 2 сенсора и двойная LED вспышка. Ну и надпись 50 мегапикселей f1.8. Здесь видим такую оранжевую полоску. В урбанистическом стиле все выполнено. Такие надписи, круто и современно смотрится. Очень даже неплохо. Дизайн мне нравится. Само собой, ребята, у нас весь пластиковый. Все-таки это бюджетный сегмент. В общем и целом дизайн довольно приятный глазу. Кому тоже нравится, ставим пальцы вверх. Давайте, включился. Смотрим, что у нас здесь. Видимо, у нас полностью на английском языке. Видим. Давайте проверим, поддерживает ли русский язык. Ну, думаю, поддерживает. Куда же без этого. Системные. Ну да, видим, ребят, русский язык. Включаем. И вуаля. Все у нас. Полноценный русский язык. Пользуемся. И не паримся. Давайте дальше пробежимся. Сразу сейчас я вам расскажу о том, что у нас здесь установлено. Один из очень много интересного. Ребят. Системная. Об устройстве. Realme Neo 7X. Видим, у нас версия Realme 6.0. Наисвежайшая операционная система Snapdragon 6 Gen 4. Как видим, ребят. Это новейший процессор. Он, кстати, у нас установлен первый в этом телефоне. Он должен выбивать более 700 тысяч попугаев в бенчмарке Antutu 10. Проверим. Аккумулятор на 6000 мАч. Памяти 8256 гигабайт. Это средняя версия. Чуть позже появится версия на 8128 гигабайт. Она будет еще дешевле. А также топовая на 12512 гигабайт. Фронтальная камера на 16 мегапикселей плюс основной сенсор на 50 мегапикселей с цифровой стабилизацией и вспомогательный 2-мегапиксельный сенсор. Как видим, зарядка на 45 Вт. Давайте немного расскажу о габаритах. В высоту 163 мм, в ширину 75,6 мм и толщина его составила всего 7,97 мм. Сразу же включу жесты. Кнопками я не очень-то люблю пользоваться. Вот это другое дело. Видим, ребят, небольшой подбородочек у нас присутствует. Все-таки это не среднебюджетное, а даже бюджетное устройство. Видим, вот небольшой подбородочек. По краям рамки довольно неплохие. Здесь все стандартно. Давайте я взвешу его и проверим, сколько он весит. Ай, хорош. Ребят, лайкос, ставим лайкос, кому тоже нравится. Должен весить в районе 195 грамм. Вот заодно и проверим. 196 грамм. Ну да, все верно. Такой себе кабанчик. Увесистый довольно. 195,8 грамм. Ну давайте я установлю на него что-нибудь и проверим, как он себя показывает в Antutu. Ну что, друзья, установил Antutu. Давайте пробовать и запускать. Сколько он, интересно, выдаст. Ваши прогнозы, ребят, вот прямо сейчас поставьте на паузу и напишите в комментариях ваши прогнозы. Очень интересно будет узнать, угадаете вы или нет. Мой прогноз в районе 750-740 тысяч баллов. Плюс-минус. Ну что, барабанная дробь и 752 тысячи баллов. Ребят, ну почти я угадал. Лайкос за это. Вот это я понимаю результат в бюджетном-то устройстве. И кстати, ребят, по-моему, я его тестировал. По-моему, я забыл включить режим GT. Давайте глянем. Реально. Давайте включим. А давайте еще разочек проверим. Только в режиме GT. 755 тысяч баллов. Что я считаю очень и очень достойный результат. Заодно проверим Storage тест. 59 584 балла. Ну, такое себе, конечно, не самый выдающийся результат. Это у нас, ребят, обратная сторона медали бюджетного сегмента. Он довольно яркий.
750. Так, это максимально. Это очень хороший результат с учетом того, что 825. С учетом того, что все это дело 800, 710, 815, 820. Сейчас, я не знаю, поближе давайте я к яркому свету сделаю. Дело в том, что у меня сейчас на руках нет яркой лампы, чтобы продемонстрировать вам. Но поверьте мне, он уходит за 1000 люксов. И это очень и очень неплохой результат. Это значит, что на солнце вам его будет хватать с избытком. Вы будете все прекрасно различать. И это здорово. Особенно в бюджетном-то устройстве. Давайте проверим, сколько у нас вредных излучений. Значит, на максималочке 10, 8, 10. Прекрасно. Давайте на 50% яркости. Здесь уже побольше видим. 17. 22 доходит. И давайте на минималочке. Мы видим больше. Здесь 22, 24. Здесь у нас 20. Вот даже до 40 доходит. Ну и падает. 29, 30. Но стандартно. В принципе, довольно неплохо. С вредными излучениями здесь полный порядок. Давайте установлю какую-нибудь игру и заодно проверим, как он будет себя вести в играх. Заходим в настройки. Графика. Как видим, она стоит на минимуме. Давайте выставим на высокие. Максимальную не буду ставить, а вот высокие, я думаю, нормально будет. Здесь поставим частоту кадров 60. О. Идите сюда, родная. Высокая, экстремальная. Как видим, большинство современных игр идут вполне комфортно. Процессор справляется на ура. И это, напомню, в бюджетном сегменте. Ну что, друзья, кажется, я увлекся, и моя распаковка плавно перетекает в обзор. Буду закругляться. Подробнее разберем его в полноценном обзоре. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Также пишите в комментариях, что вас интересует по данному смартфону. Постараюсь по возможности всем ответить. Заглядывайте на все мои социальные сети: Рутюб, Telegram, Дзен, ВК, платформа. Там я периодически выкладываю много всего интересного. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока.